Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп неделя с 19 по 25 июня. Боже мой, середина лета. Это только что меня осенило. Как же время-то летит. Ну, давайте узнаем, что важно знать по мнению карт Таро Висконти Сфорца для вашего знака зодиака. И я думаю, что подсказки вашей души, вашей интуиции, вашей мудрости, мои дорогие Весы, вместе с образами карт дадут какое-то либо решение, либо просто позволят отдохнуть, расслабиться. Ведь не секрет, когда мы смотрим карты Таро, почему они, наверное, привлекательны, потому что где-то выхолощенные конструкции ума не мешают нам услышать подсказки нашего шестого чувства. И, наверное, поэтому на Ютубе все таро-гадания к разряду развлечений относятся, правильно? Очень серьезно к этому нельзя относиться. Нужно видеть, конечно, какую-то реальность. Но в то же время в наше меняющееся такое скоростное какое-то время важно, наверное, уметь переключиться и услышать голос собственной души. Как-то это вот уравновесить. Наверное, это не так все просто. Но мы попробуем. Итак, по мнению карт, что важно знать для вас, мои дорогие Весы? Как карты видят. Чего не избежать, ну или неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт, или что нам может помешать на неделе. А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Посмотрим энергию, дела, работа, бизнес. Как там у нас будет в целом складываться. Что по финансам и личная жизнь. Давайте узнаем, что важно знать. Карта харизматичного лидера. На своей волне, безусловно. Хотя вокруг вас может крутиться много людей. Причем самых разных. Где-то по работе. Где-то буквально сосед может. Или друг. Или посторонний человек может подойти к вам, спросить, как поступить. Вы будете привлекательны для людей своей какой-то не только харизмой, а умением видеть мир, умением, может быть, жить как-то правильно. И поэтому как будто за нами кто-то и наблюдает. Есть такой момент. Но это в плане больше восхищения, когда умеет жить или умеет выходить из каких-то ситуаций. И поэтому придется где-то вот общаться. Но хотя эта карта не говорит о том, что мы кому-то свои планы разглашаем, нет. И, кстати, никуда не торопимся. Где-то анализировать придется. Может быть, анализировать в контексте, что, какие мы приоритеты или какие планы, намерения мы ставим и какова обстановка вокруг. Но торопиться определенно не стоит. И рассказывать, повторюсь, о том, как мы видим, может быть, да, решение того или иного вопроса, если это затрагивает вас. Мы себе тут не должны помешать. Вот в этом смысле это будет тоже для вас важно знать. Поэтому вот так спокойно. По этой карте уже предполагается, что какого-то ускорения в течение недели как будто не будет. Или если нас пытаются куда-то быстро так это к чему-то приобщить, ну, как минимум, переоценить ситуацию стоит. Чего не избежать? Ну, правда, никакой поспешности. И не избежать, может быть, в чем-то остановки. 4 мечей. Вообще есть такое значение, когда мы складываем оружие. Мы никому ничего не доказываем, принимаем то, что есть по факту. И не пытаемся какую-то внешнюю ситуацию изменить или что-то отладить. Мы тут делаем выводы, мои дорогие Весы. Наверное, по прожитой жизни или каким-то событиям. Вот может быть какой-то глубокомысленный анализ нас словно зацепит и потянет, ну, на какую-то философию. Главное, на этой философии не застрять. У кого-то это может проигрываться, уделить внимание режиму труда и отдыха, потому что карта усталости где-то. Не самой усталости, а когда уже, наверное, в квадрате усталость, когда мы, ну, правда, чувствуем, что наш потенциал просто упал. В том плане, что собраться куда-то и быстро что-то сделать или включиться в какой-то вопрос нам как будто сложновато. И карта говорит уделить внимание самому себе. Уставшие люди делают ошибки, это первое. Ну и, наверное, физиологический момент, когда
когда мы устали, падает наш иммунитет, правда? И мы больше подвержены заболеваниям. И поэтому, как в плане профилактики, может быть, заняться своим собственным здоровьем, или то, что мы откладывали на долгий период времени, или вот это слово «потом». Вот сначала я сделаю это, а вот потом, и вот это потом, она никогда не наступает, и как будто на этой неделе самое время. Вот у каждого свои какие-то могут быть задумки, но и карта-то нам говорит, сколько не ускоряйся, быстрее не получится. И даже если мы какие-то наметили согласования, там, документы или что-то такое, тоже могут быть задержки, которые от нас не зависят. И как ты тут себя не перекручивай, ну вот есть ситуация объективная, которую мы изменить не сможем. Поэтому уделите внимание самому себе, где-то отдыху, или, может быть, рутинные какие-то дела, которые как по накатанной колее, ну вот где-то об этом. По крайней мере, это в действиях, а в мыслях харизматичный лидер. Может быть, это такая своеобразная пауза, когда мы сохраняем силы и должны словно отдышаться и прицелиться на будущее. Чему сейчас не время? Вообще пара у нас показана, и могу так предположить, что выяснять отношения, если в паре были какие-то недомолвки или разошлись во взглядах, как будто не имеет смысла. И надо сказать, что королева-то жезлов это тоже у нас персонаж, который умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И мы можем столкнуться с таким человеком, поэтому и мы свое особо не афишируем, не разглашаем, что мы, как и планы наши, так и как бы мы действовали в тот или определенный момент, как будто больше все-таки на самосохранении. Может быть, правда, вокруг обстановка такая, что могут украсть нашу идею. Почему нет? Идея это на самом деле мы не задумываемся. Нам кажется порой, что то, что я задумал или задумала по работе, по бизнесу, еще там по каким-то осуществлению ваших, может быть, личных дел каких-то или амбиций. И нам это кажется ничего не стоит. Так вот нет. Планы наши тоже чего-то стоят. И украсть идею, это значит, мы чего-то не осуществим. Вот в этом контексте тоже нам могут говорить. То есть импульсивности какой-то точно не время. Рассказывать о себе много точно не время. Ну и, наверное, обе карты нам показаны, что как будто сидят, никто никуда не бежит. Надеемся мы сами на себя, но и нет какого-то импульса. Вот импульса как будто бы нет. И в отношении дела, работа, бизнес, деньги. То есть вот в этом контексте, наверное, нет смысла себя тормошить на неделе. Это факт. А что же нам помогает? Рационализм. И когда мы честны сами с собой. Это карта правосудия, юстиция. У кого-то могут проиграться вопросы, которые действительно надо прояснить, как это есть по закону. Или по какому-то протоколу, по номенклатуре какой-то, по власти, может быть, в какие двери нужно правильно зайти и выйти. Будем говорить так. Или если на повестке дня, правда, есть какие-то вопросы в суде, значит, мы можем обращаться к специалистам, адвокатам, юристам, к нотариусам можем обращаться. Или к тем, которые лучше знают нас обстановку какую-то. Если мы вообще в плане законов так чувствуем, что мы пробуксовываем, тут надо выяснить что-то наверняка. Нашим предположениям как будто не место. Тут есть какой-то четкий порядок, и нам его нужно принять во внимание или изучить буквально, может быть, у кого-то это проиграется, что касаемо вашей работы, профессии, вышли какие-то обновления, новые приказы, и с ними надо ознакомиться, какую-то работу перестроить, самого себя, может быть, перестроить в какое-то другое русло. Мы должны быть честны сами с собой, видеть, что есть по факту, и никаких эмоций. Вот это нам все помогает. Рационализм какой-то, безусловно. Ну и эмоциональный баланс. Вот весы – это в первую очередь эмоции, когда мы как будто отключаем и видим ситуацию, и готовы от чего-то отказаться. Что-то мы можем пересматривать, переделывать или корректировать, и это все нам помогает. Там, где нет эмоций, кстати, вот это нам и помогает. Посмотрите, все карты не про эмоции. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Еще одна карта. Вообще это король мечей. Вообще это вы, мои дорогие весы. И мы можем контактировать, или нам могут предложить даже какую-то должность, или есть возможность построить карьеру.
есть возможность изменить свое окружение. Вы как будто можете оказаться среди людей, которые по ступеням иерархии немного выше, чем вы, находятся, и правильные контакты заложить на будущее, они нам как будто пригодятся, и мы сами себя почувствуем тоже словно в другом статусе. Все же это в первую очередь статусная карта. Ну а во вторую очередь добавляет все то, что я сказала по верхнему ряду, и особенно карта правосудия. Потому что, правда, проходит по картам двора, именно мечевым, люди, которые узкие специалисты, вот как юриспруденция или медицина, или еще какие-то специалисты, вот которые узкая какая-то есть направленность. У кого-то может быть дома какой-то вопрос, связан с ремонтом, что-то вышло из строя, и нужно либо починить, исправить, и тоже нам не мы сами будем делать, а как будто нужно знать, как это правильно осуществить. У кого-то изучение чего-то может проходить, как и законов, так и какой-то реальности или изменившихся условий. Или, опять же, мы куда-то можем направляться, чтобы что-то согласовать или узнать, как это сделать правильно. Но больше вашей энергии достаточно рациональная и хладнокровная, и ну, уметь видеть, что есть по факту, не включаться, не спешить, точнее, включаться в какие-то вопросы, пока мы сами для себя не определили, а нам в этом направлении нужно, есть там что-то для меня ценное или, может быть, интересное, да, или нет, все-таки это кому-то нужно. Больше на своей волне, мои дорогие весы. Почему-то такая неделя. Может быть, отдохнуть надо, поэтому нас немножко так это, как будто карты уже на второй план отодвигают. Но есть то, что по закону, есть какая-то правда, а вот этому надо уделить внимание. И по деньгам семерка мечей. Называют картой вора. Не прописано нигде. И я ее называю хитрости, изворотливости, ловкости, когда мы сохраняем больше свое имущество и деньги, мои дорогие. Поэтому уйти, может быть, от каких-то ненужных трат. Или кто-то к вам может обратиться, правда, за помощью. А здесь словно вывернуться надо и отказать. Сохраняем все-таки как и финансы, так и свою стабильность. Так и стабильность может быть буквально по должностям каким-то. То есть мы собой тут не рискуем, всяческую возможность риска нужно исключить. Могут люди как-то манипулировать. Может быть и лезть по этой карте запросто. Значит, и мы к ней должны быть готовы, не поддаться по какому-то импульсу своему, когда нам что-то доброе сказали, а следом какая-то просьба пошла. Вот тут тоже будьте внимательны. Одним словом, быть серым кардиналом буквально, мои дорогие весы, вам придется, но это для вас будет очень сильная позиция. И что же у нас в личной жизни? Интересно, нулевой аркан. Вообще, я бы сказала, уделить вопрос это для всех своему имиджу. Обратите внимание в этой колоде, насколько нелепо одет молодой человек. И карта нас, это гротеск, понятно, она как будто подталкивает нас к мысли, что мы оказываемся, посмотрите, какие карты серьезные, мы оказываемся в другом обществе, мы общаемся с другими людьми, как будто перед нами могут открыться новые совершенно перспективы, и нужно быть к этому готовы, но встречают нас по одежке, и на самом деле так устроен человек. Первая мысль о нас, она самая крепкая в сознании у человека, заседает где-то. И поэтому, если мы хотим, чтобы нас воспринимали каким-то определенным образом, значит, мы должны продумать свой имидж буквально. Нам как будто это поможет. Для кого-то это на личную жизнь, новые отношения, или новая какая-то история. Или просто вы будете радоваться, что подвели итог какой-то прежней истории, если вот у нас с учетом карты правосудия, и у вас, точнее, была ситуация с разводом, может быть, буквально связана, или просто расставанием с прежней любовью, с прежними отношениями. И здесь мы как будто уже готовы к тому, чтобы построить что-то новое. Но сказать, что мы тут очаровываемся чем-то, нет. Мы надеемся сами на себя в любых абсолютно вопросах, и мы не должны с собой рисковать. С другой стороны, это карта вдохновения, это карта того, что перед нами новые перспективы открываются, и нет ничего невозможного. Где-то нужно следовать по своему импульсу, и если к нам, знаете, приходят какие-то подсказки души, или с нами случаются, ну как не случайные случайности, назовем так, или что-то из области иррационального, альтернативного, мы это тоже должны
словно принять, может быть, додумать как-то, проанализировать, использовать на благо себе, но не отказываться. Потому что нулевой аркан– это хаос перед началом творения, то есть еще творение не началось. А вот именно эта какая-то турбулентность, она нам позволяет, как и себя, может быть, попробовать в новом каком-то деле, так и рассмотреть какие-то предложения альтернативные или позволить себе не просто помечтать, а сделать из этой мечты какое-то направление, цель. Ведь тут про цель нам больше говорят, и поэтому у каждого проиграется по-своему. У кого-то это личные амбиции, здоровое честолюбие или то, что я хочу осуществить. А тут как раз на неделе нужные люди могут вам встретиться, понимаете? И может быть вполне вероятно, для вас будет важно поддерживать какое-то равновесие или, ну, если не дружбу, то такое общение, может быть, деловое, может быть, дружеское, для того, чтобы впоследствии, как будто эти люди могут повториться в нашей жизни, или еще нам пригодится, или снова наступит та ситуация, когда мы с ними встретимся, и тоже вот что-то может быть продолжено. Но сейчас на данном этапе мы этого можем не видеть. Поэтому так немножко с прицелом на будущее нам направить свои мысли определенно стоит. Об этом говорит, как и карта нулевого аркана. Но настроение будет хорошее, мои дорогие, это уже точно. Но и где-то проанализировать вот именно общество вокруг вас, ваше окружение. Может быть, вы сами захотите словно его причесать, профильтровать, проанализировать по-честному для себя. Имеет для меня значение этот человек? Хорошо ли мне с ним? Есть ли у нас взаимопонимание? А честен ли со мной человек? Вот такой вопрос тоже можете задать. И вот здесь у каждого, конечно, своя история. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.